Следующему слайду здесь более подробно, декомпозированно разберемся с тем, что происходило с социальным жильем. Перед вами карта города Харькова в разрезе административных районов. Видим, что наибольше всего подорожала недвижимость, ну вот прям бросается в глаза, да, в двух районах. Это Основнянский район на 0,37% и Индустриальный район также 0,37%. Это больше всего подорожало. Меньше всего подорожало в Шевченковском районе на 0,29% за месяц. Следующий, друзья, слайд, он появился благодаря вам. Вы просили меня показать, что произошло с недвижимостью на протяжении всего периода войны. Это уже 4 года, друзья, напомню вам. И вот давайте посмотрим данный график. Начало войны. Я поквартально сделал исследование. Февраль 2022 год, это 24 число было. Но здесь мы видим, что март 2022 года. И здесь мы видим, как медленно, уверенно снижается стоимость квадратного метра на протяжении 3 лет войны. И вот последний год, 2020, так сказать, 5, ну, предпоследний, да, сейчас 2026, мы вдруг увидели незначительную динамику роста. В течение 1 года где-то порядка 3%, наверное, в целом увидели рост. С чем это, друзья, связано? Вот кто, как оно, имеет соображения на эту тему, напишите мне, пожалуйста. Но я могу совершенно точно сказать, что, возможно, вот февраль 2026 года – это последний месяц, когда мы видим динамику снижения. Раз уже все остальные, так сказать, классы отреагировали динамикой снижения, а здесь продолжается динамика роста, мы смотрим сейчас социальное жилье. Это самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине. То я все-таки предполагаю, что с марта месяца мы увидим динамику снижения. А всего за весь период времени видим, что недвижимость подешевела на 13,78%. То есть рынок недвижимости ведет себя вполне адекватно тем условиям, в которых находится. То есть, когда я слышу истеричные вопли специалистов по анализу и по продажам, которые говорят, что все пропало, на 60% рынок обрушился, потом у них на 70% он поднялся, ну, в общем, полный бред. Друзья, я вам с цифрами показываю все данные процессы, можете перепроверить, первоисточник есть у вас. Итак, запомнили, что на 14% за 4 года войны снизилась стоимость квадратного метра. Мы говорили о социальном жилье. Следующий слайд здесь, друзья, у нас что? Здесь мы видим административный район, квартиры эконом-класса, то есть это также вторичный рынок. Здесь видим динамика снижения минус 0,28% за месяц. Переходим здесь очень быстро у нас, что у нас здесь, аренда. Аренда поквартальная, еще раз напомню, сравнивали третий квартал 2025 года с четвертым кварталом этого же года. И здесь динамика роста по аренде плюс 1,35% за квартал. Следующий слайд, друзья, это у нас квартиры. Так, это у нас квартиры. Что у нас квартиры? Эконом-класс, да? Это первичный рынок, наверное. Не вижу вверху данные. Ну, давайте сориентируемся по этому. Первичный рынок. Нет, это у нас, друзья, эконом-класс, это вторичный рынок, эконом-класс. Снижение на 0,28% за месяц. А вот сейчас увидим первичный рынок. Здесь мы также видим, друзья, квартиры эконом-класс, которые подешевели на 0,36%. Можете посмотреть, что произошло в абсолютных цифрах, стоимость квадратного метра в долларах, естественно, и снижение в процентном соотношении в разрезе административных районов. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс показали снижение минус 0,11%. Также можете посмотреть, как сильно отличается стоимость квадратного метра в зависимости от локации, то есть от административного деления города Харькова. Видим стоимость квадратного метра в долларах.
И в данном случае снижение в процентном соотношении всего лишь за месяц. Ну и последний слайд: первичный рынок. Квартиры элитного класса продаются, или точнее строятся, так как это новое жилье, еще не построенное, друзья. Это всего лишь инвестиции в будущие, так сказать, квадратные метры, которые, возможно, не будут построены. Но так или иначе, стоимость сильно отличается элитного класса. Строится только в Шевченковском районе центральная часть и в Киевском центральной части города. Отличается также по стоимости квадратного метра достаточно сильно. В данном случае мы видим снижение в течение месяца, незначительное, но это все-таки снижение.